Друзья и знакомые многократно просили нас рассказать об очищении организма от тяжелых металлов и токсичных веществ, которые попадают в тела детей и взрослых через пищу и инъекции. Это разные виды солей алюминия, консерванты на основе ртути, никеля, урана и мышьяка. Наибольшую тревогу вызывают соли алюминия. Для информации, алюминий, вводимый внутримышечно, имеет 100% усвоения. Алюминий в случае проглатывания всасывается в кровь лишь на 0,25%. Для связывания и выведения тяжелых металлов можно использовать интеросорбцию, заместительную терапию, хелатные агенты, БАДы, медицинские препараты и особенные продукты питания. Все это можно использовать по отдельности, но лучше в комплексе. Например, энтеросорбент, клетчатку и пектины официально использовали для лечения ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС. Методом энтеросорбции было подвергнуто лечению 1300 ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС. Дозировка 3 раза в день по 10 грамм до приема пищи. Путем регистрации удельной радиоактивности определяли содержание рутения-103 в крови, моче и кале до и после двухнедельного курса лечения. В результате зарегистрировано существенное снижение содержания радионуклида в крови и моче и кале по сравнению с контрольной группой, в которой лечение энтеросорбентом не проводилось. Так что энтеросорбция – это один из самых эффективных способов очищения организма. Итак, как связать и вывести тяжелые металлы? Первое. Используйте энтеросорбенты. Можно использовать такие препараты, как энтеросгель или полисорб. Энтеросгель имеет больше преимуществ для короткой детоксикации, например, для курса 10 дней. Если требуется более длинный курс, то рекомендуется использовать полисорб. В принципе, есть и другие энтеросорбенты, и вы можете выбрать любой из них. Очищение обычно проводится курсом от 7 до 14 дней. Клинически доказано, что одновременный прием энтеросорбента, клетчатки и пектина намного повышает эффективность детоксикации. Так что вместе с приемом любого энтеросорбента полезно принимать клетчатку зерновых. Можно купить ее в магазине здорового питания или в виде БАДа в каком-нибудь интернет-магазине. Принимать согласно инструкции. Чаще всего это 1 столовая ложка клетчатки во время приема пищи 1-3 раза в день, запивая стаканом теплой воды. Второй усиливающий элемент – пектин. Пектин – полисахарид, который образует комплексы с токсическими веществами и радионуклидами, способствуя их выведению из организма. Пектин имеет свойства гидрофильного коллоида, благодаря чему обладает большой сорбционной способностью. Пектин обволакивает кишечную стенку, защищая ее от раздражения, снижает всасывание тяжелых металлов и радионуклидов. Его также использовали во время восстановления здоровья людей, которые были отравлены тяжелыми металлами. Кстати, пектин и сейчас добавляют в некоторые энтеросорбенты. Так вот, пектин можно употреблять с едой или в виде добавки к пище. В интернет-магазинах есть много разнообразных биодобавок с пектином. Вообще пектин несложно получать из продуктов. Оптимальная суточная норма потребления пектина для детоксикации – 10-15 грамм. Таблица содержания пектина сейчас на вашем экране. А мы продолжаем. Следующее, что можно использовать для выведения тяжелых металлов – хелатные формы минералов. Это такие минералы, как цинк, селен, марганец, медь. Доказано, что при приеме хелатных форм минералов постепенно происходит вытеснение из организма токсичных металлов. Третье. Принимайте хелатные агенты. Хелатные агенты имеют способность связать тяжелые металлы и затем вывести из организма. Во-первых, ежедневно пейте овощные и фруктовые свежевыжатые соки 1-2 раза в день. Во-вторых, в рационе должно быть много свежей зелени и зеленых овощей. Особенно полезны кинза, петрушка, базилик, орегано. Съедать нужно не менее пучка с каждым приемом пищи. Третье. В рацион нужно ввести продукты, богатые витамином С, так как антиоксиданты также связывают тяжелые металлы. Четвертое.
Необходимо ежедневно употреблять в пищу омега-3 жирные кислоты. Например, семена чиа, семена льна, ростки брокколи. Пятое. Употребляйте куркуму, так как она также является хелатирующим агентом. Шестое. Употребляйте чеснок. Ежедневно необходимо съедать не менее 2 зубчиков. Он влияет на химическую формулу тяжелых металлов, и они тем самым легче выводятся из организма. Седьмое. Расторопша. Принимать по 1 столовой ложке в день, запивая водой. Принимать согласно инструкции на упаковке. Если вы из тех людей, кому некогда возиться с пищевыми продуктами, и вы предпочитаете БАДы, то следующие рекомендации для вас. БАДы для выведения тяжелых металлов. Обращаем ваше внимание, что желательно принимать все 7 БАДов, которые я сейчас озвучу. Список можно и сократить, но мы не рекомендуем этого делать. Первое. Хлорофилл. Можно использовать хлореллу, так как в ней много хлорофилла или любой другой. Второе. Циолит. Притягивает к себе токсины и тяжелые металлы и затем выводит их из организма. Третье. Экстракт кинзы. Является детоксикатором. Четвертое. Витамин С. Участвует в выведении тяжелых металлов. Пятое. Расторопша. Является блокатором тяжелых металлов и осуществляет поддержку печени. Шестое. Куркумин. Связывает ионы тяжелых металлов и выводит их. Седьмое. Пробиотики. Восстанавливают микробиом кишечника. Мы не будем рекламировать никаких производителей. Подберите их сами согласно вашим предпочтениям и финансовым возможностям. Когда вы будете проводить детоксикацию организма, обязательно следите за физической активностью и питьевым режимом. Без хорошей физической активности и нужного количества воды детоксикация неэффективна. Воды необходимо пить в день не менее 30 мл на килограмм веса вашего тела. Если есть возможность, на период курса детоксикации полезна сауна 1-2 раза в неделю. И в самом конце еще один способ детоксикации, который используется в медицине. Обычно на нашем канале мы не рекламируем медицинские препараты, поэтому прежде чем применять его, обязательно проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом. А информация, предоставленная ниже, дана лишь в образовательных целях. Тиосульфат натрия – известный антитоксический медицинский препарат. В медицине при помощи тиосульфата натрия лечат острое отравление. Для выведения токсичных металлов тиосульфат применяют 1 раз в день на ночь, не ранее, чем через 2 часа после ужина. 10-20 мл раствора, в зависимости от массы тела, разводят в половине стакана воды. Курс 10 дней. Проводится 2-3 раза в год. Это все. Рекомендуем поместить видео в плейлист или добавить в закладки, так как запомнить все нереально. Если будут вопросы по теме, пишите в комментариях, ответим.